Ребят, всем привет! Сегодня будет такой небольшой влог. Я поговорю и расскажу, как прошел вообще мой, можно сказать, первый мастер-класс по свету. Расскажу, какие у меня были ошибки, что я вообще учел для себя. Расскажу про одну схему, которая мне прям очень сильно понравилась. И также расскажу вообще про какие-то мысли, про, может быть, дальнейшие идеи и всякую такую штуку. Это был мой, можно сказать, первый мастер-класс такой более серьезный. Я проводил свой первый где-то несколько лет назад, может быть, года 2-3. Он был бесплатный, туда пришло прям много народу. И, если честно, тогда я думал немного о другом. И как-то не хотелось особо давать много инфы, такой прям супер полезный. Поэтому он был такой достаточно простенький, но все равно вроде бы людям понравилось. А здесь я прям подготовился, я приходил, выстраивал схемы. У меня что-то не получалось где-то из одного, где-то из другого, но все равно все идеально прошло, кроме вот именно первой схемы. Там я немножечко, конечно, запоролся. Было немного народу, но прям хорошо. Я вначале, правда, конечно, хотел собрать где-то человек 20, потому что, ну, честно говоря, прям очень хотелось, чтобы было так много народу, чтобы все меня слушали, там всем рассказывать, видеть больше лиц, эмоций, какого-то получать фидбэка. Но даже вот у нас было 5 человек, кто-то не пришел, и из-за того, что студия небольшая, всем, в принципе, места хватило, было комфортно, и было очень классно видеть, как люди, прям целый мастер-класс, он был 3 часа, мог бы быть побольше, но, к сожалению, были ограничены по времени. И вот люди все 3 часа ходили с улыбкой на лице. Я подхожу, спрашиваю, типа, что ты улыбаешься, тебе нравится? И такие, типа, да, очень классно. И видеть такое, это прям, ну, блин, это реально офигенно. Мне прошла уже неделя, но мне почему-то до сих пор не скинули кадры. Но я вот вам где-нибудь там, типа, здесь покажу парочку кадров, которые были сделаны на мой фотик. Я, к сожалению, не поснимал сам, но парочку кадров я сделал, кто-то из девочек поснимал на мой фотик, поэтому вот я выкладываю. Я их там немного подредактировал, где-то что-то подделал, но я доволен. Следующий мастер-класс я хочу уже сделать, наверное, в Москве. Скоро где-то, может быть, либо в конце месяца, то есть в конце марта, либо в начале апреля, что-то вот такое. Вот обязательно следите, подписывайтесь в инсте, пишите в телеге, если вам это интересно, я вам все расскажу. Вот, только новый мастер-класс будет более масштабный. Я хочу побольше времени уделить теории, потому что практика это, конечно, очень классно, и ты собираешь портфолио, и умеешь там фотать побыстрее, получаешь вообще там, не знаю, офигенские фотки, но теория тоже очень важна. Из-за того, что это мастер-класс по свету, я как бы хочу научить людей читать свет, потому что, как по мне, это очень важно. Я когда-то, можно сказать, тоже проходил обучение, и буквально с одного урока я прям сразу начал читать свет. То есть я вижу картинку, и я понимаю, как выставить этот цвет. И вот этот вот готовый кадр я делал перед МК, и никто в Инстаграме, кому-то я еще лично показывал эту фотку, никто не мог угадать эту схему. У всех была постоянно одна и та же ошибка. И эта ошибка, что люди не смотрят на тень. Как вы можете заметить, что около ног нет какой-то четкой тени. То есть, если мы поставим какой-то жесткий источник и подсветим, то тень все равно будет очень сильно видна. Даже если мы поставим какой-нибудь софтбокс, то все равно будет видна очень хорошо тень. А это фотка без фотошопа. Единственное, что я там сделал, это добавил чуть-чуть насыщенности на пол, и все. Чтобы картинка чуть-чуть была более сочной. Как вообще добиться такого результата? Я снимал со смешанным светом. То есть смешанный свет – это когда у нас присутствует и постоянный источник света, и импульсный. То есть вначале у нас срабатывает вспышка, и она как бы замораживает картинку, а дальше постоянный источник света, он там добавляет, так скажем, свет куда надо. Поэтому у меня было два источника по бокам, которые били в стену циклорамы. Они были с оранжевым фильтром. Они засвечивали, получается, прям всю циклораму. Свет отражался от пола, от стен, от потолка. И именно поэтому, из-за того, что был отраженный свет, мы можем видеть, что тень около ног
она прям супер минимальная. Это как раз благодаря отраженному свету. Поэтому, если вы хотите узнать какую-то схему, всегда обязательно смотрим на тени, как она падает, куда она падает. Поэтому, если вот, например, вот у меня здесь вот источник стоит здесь, то у меня тень куда-то вот сюда падает. То есть, если тень здесь, значит источник где-то здесь. Вот именно по каким-то таким вот маленьким штучкам всегда можно понять, как стоит свет, где он расположен. Но единственное, что, понятное дело, по мощности, тут всегда нужно будет подбирать параметры. Но давайте я вот вам скажу, какие параметры у меня были. На вспышках у меня стояла 1/4, потом меня, ну или в данном случае модель, подсвечивал вот этот вот жесткий свет. Это был Spotlight. Я просто там закрыл шторочки и сделал такой прям более четкий акцент на модели, чтобы как раз высветить ее. Также был один источник, который, правда, немного плоховато видно, но светит на ноги. Это был источник просто лежащий на полу с тубусом. И он как бы так вот снизу вверх немножечко светил на ноги, чтобы добавить еще немножечко света. И также задник я выбивал одним источником. Если бы у меня, наверное, был еще один источник, я бы добавил еще, чтобы на постпродакшене, так скажем, чуть-чуть поменьше редактировать. Вот. И я одним источником просто выбил потом тоже циклораму. И как раз у нас получается такой градиент, что сверху у нас белое, а снизу у нас такой немножечко оранжевый фон. Вот. И вот, не знаю, мне настолько понравилась эта схема. Она прям такая классная. Хочется потом еще, наверное, провести какую-нибудь съемку, чтобы тоже поснимать с такой схемой. Что еще можно рассказать про мастер-класс? Давайте тоже куда-нибудь прикреплю небольшие отзывы, что вот мне кто-то писал, кто-то вставил, кто-то отправил кружочек, кто-то записал прям видео. И, блин, на самом деле после каких-то вот съемок, после каких-то мастер-классов, где ты чем-то делишься, где ты что-то делаешь, видеть вот такой вот фидбэк, ну, для меня прям это супер важно, это меня прям так подзаряжает. И какие-то комментарии на YouTube, вот после прошлого видео, кто-то писал комментарии, кто-то мне писал в Инстаграме, кто-то мне писал в Телеграме. И это, блин, не знаю, мне так было приятно получать комментарии, что вот людям понравилось и что нужно пилить еще. Наверное, на мастер-классе мне еще нужно было поснимать самому, потому что хотя бы хоть какой-то контент у меня тоже был, потому что схемы, блин, классные, все у нас получилось очень круто, и немножечко, конечно, жалею, что я сам не поснимал, вот. И вот в чем еще прикол, чтобы я поснимал сам, это в том, что, так скажем, правильность выставления схемы, потому что я выстроил, и мне кажется, вроде бы нормально. Я смотрел там у кого-то, какие фотки получаются, где-то кому-то помогал, что вот попробуй с этого ракурса, попробуй с этого ракурса. И кто-то снимал на телефон. И вот, наверное, мне еще стоило снимать самому, чтобы понять, как вообще правильно ли выставлена схема, такие-то ли правильно подобранные параметры, какое-то вот расположение источника, высота там и всякое такое. Вот, поэтому тоже важно было бы мне тоже поснимать. Это тоже учту, чтобы к следующему мастер-классу лучше подготовиться и провести его еще прям шикарно. Вот, и из-за того, что еще мастер-класс будет в Москве, возможно, он будет еще в Питере, посмотрим вообще по активности, получится ли у меня собрать, но, честно говоря, очень хочется. Я тоже приеду, там, может, за день заранее, сниму студию, поснимаю с источниками, чтобы вообще понять, нормально ли все. И из-за того, что это будет в Москве немножечко другое оборудование в плане более широкий выбор, поэтому где-то получится даже что-то поинтереснее. Что насчет вообще планов каких-то? После этого видоса я выпущу еще видос с 20 схемами, с одним источником, потому что, мне кажется, бывают какие-то такие ситуации, что ты приходишь на студию, и тебе такой, оп, держи один источник. У нас там, не знаю, либо все закончилось, либо ничего не работает, либо в других каких-то залах, и у тебя только один источник. Я думаю, это будет полезное видео с интересными схемами, и это не будут схемы по типу поставь там софтбокс и свети на себя. Нет, там будут разные, с одним источником и буквально какими-то там, не знаю, 2 флагами. По-моему, больше там ничего нет.
Вот, тоже будет очень классный видос, я надеюсь, вам понравится, будет очень интересно. Также после мастер-класса мне пришла в голову одна очень интересная идейка. К сожалению, мы немного поговорили про свет, я немного рассказал, как вообще, какие схемы читаются, и не уделил больше времени этому. И мне пришла в голову идейка попробовать это сделать онлайн. То есть какой-то вариант консультации, может быть, или что-то такое, где мы созвонимся, и, например, вы будете показывать мне какие-то фотки из Pinterest, Инстаграма, и я буду говорить, как вот эти схемы ставятся, с помощью каких там насадок, каких-то приборов, и таким образом буду учить вас читать цвет, чтобы в дальнейшем, когда вы там увидите какую-то картинку, вы смогли поставить ее. И также будет, возможно, каких-нибудь там, так скажем, 3 варианта, где мы просто так сидим и болтаем. Другой вариант — это где мы тоже также сидим, болтаем, но еще параллельно пробуем выставить эти схемы онлайн, потому что есть одна программка, с которой можно выставлять определенные схемы. Там, конечно, не так, как в жизни, что ты там не сможешь под определенным углом, там, например, фильтр наклеить, но какие-то более-менее простые схемы можно сделать. И еще один вариант — это если мы созвонимся, ну, например, я буду в студии, и то есть по мере каких-то возможностей, мы уже заранее тогда обговорим, какие схемы у нас будут, и я буду их выстраивать в студии. То есть такой тоже вариант. И потом я уже просто вам там скину, как это все выглядит, все покажу, ну и, понятное дело, в процессе тоже расскажу, что как. Мне кажется, такой вот вариант обучения свету очень классный, потому что тут будет не какой-то, так скажем, урок записан, а именно будет под вас. То есть, если что-то непонятное, я прям сразу рассказываю. И, блин, не знаю, по-моему, офигенская идея. Также я сейчас работаю над своим гайдом «Механизм света». Он там уже, ему уже год, но сейчас я его обновляю. Там тоже будет прям очень много схем. В процессе там будет более 40, но мне кажется, я все-таки даже сделаю еще больше, потому что, не знаю, фантазия настолько большая, что в 40 схем это, конечно, не вылезет. Поэтому будет, мне кажется, больше. И гайд очень классный, прям справится с ним любой человек, даже если который не снимал в студии. Я такой эксперимент проводил. Вот, поэтому, если что, переходите ко мне на сайт, смотрите, там есть варианты с обучением, есть видеоуроки, есть, можно как вот вариант, я добавлю консультацию, есть отдельные уроки можно купить, или можно, например, купить личное, так скажем, обучение со мной, где мы будем созваниваться и решать именно ваши проблемы. И также вот этот гайд. Также там есть запись с мастер-класса, который я проводил онлайн в Инсте. Там тоже очень классные схемы, поэтому обязательно смотрите. И вот, ждем следующий видосик. Я думаю, на этом все. Повторюсь, что не бойтесь снимать. Самое главное — это снимать, снимать, снимать и снимать, не бояться экспериментировать и пробовать что-то новое. И удачи в ваших следующих съемках.